Во все времена на нашей планете обитало огромное количество самых разных животных. Но мы привыкли ассоциировать каждую эпоху с самыми грозными хищниками своего времени. Этот выпуск посвящен именно им, суперхищникам, сменявшим друг друга за последние 350 миллионов лет. Мы расскажем об их повадках, регионах обитания и происхождении. Также вы узнаете о причинах, по которым им пришлось уступить пьедестал другим смертоносным монстрам. Подписывайтесь на канал «Эпоха динозавров». Это простое действие не только помогает в развитии и продвижении канала. Наши подписчики первыми узнают о выходе новых роликов про эволюцию жизни на Земле. Также напоминаем о том, что ваши лайки и комментарии не менее важны как для создателей канала, так и для других любителей науки из различных стран. Достаточно сложно выделить для каждого периода одного суперхищника. Даже сейчас в приполярных регионах властвуют белые медведи. В Азии – тигры, а в Африке – львы. А может быть, крокодилы или леопарды. Поэтому мы попробуем разделить древних повелителей суши не только по времени, но и по регионам обитания или экосистемам. Каменно-угольный период. В течение этого периода, длившегося около 60 миллионов лет, жизнь уже окончательно колонизировала сушу. Это было время гигантских насекомых. И самым опасным хищником того времени, вероятно, была гигантская стрекоза меганевра. Размах крыльев самых крупных экземпляров достигал 65-70 сантиметров, а длина тела могла превышать 40 сантиметров. Личинки меганевры тоже были плотоядными. Питались гигантские стрекозы в основном другими, не менее крупными насекомыми, а также рептилиями и земноводными. Это сейчас лягушки и ящерицы охотятся на насекомых, а 300 миллионов лет назад все происходило совсем наоборот. Оказалось, что не только в Карбоне были настолько крупные насекомые. В 1939 году американский палеоэнтомолог Фрэнк Карпентер обнаружил окаменевший отпечаток гигантской стрекозы из пермского периода. Ее размеры были вполне сопоставимы с габаритами меганевры. Размах крыльев 71 сантиметр, длина тела 43 сантиметра. Но были в каменно-угольном периоде животные, которые не очень-то боялись гигантских стрекоз. Речь в первую очередь идет о земноводных лабиринтодонах. Наиболее крупными из них были темноспондилы. Некоторые из них дожили даже почти до самого окончания эпохи динозавров. Правда, назвать их суперхищниками пермского, триасового или юрского периода, конечно, нельзя. Но в Карбоне они на это звание претендовать могли с большой уверенностью. Эта группа земноводных была очень разнообразной и включала в себя как совсем крошечных животных, так и гигантов до 1,5–2 метров. Они являются предками современных земноводных. Их основным отличием были позвонки, разделенные на несколько частей, соединяемых хрящевой тканью. Их название и происходит от греческих слов, означающих «резать» и «позвонок». В
черепе темноспондилов имелось 2 отверстия для ноздрей и 3 для глаз. Третье отверстие предназначалось для так называемого теменного глаза. Этот непарный светочувствительный орган и сейчас имеется у некоторых рептилий, например, у гаттерий. Этот глаз не может передавать изображение. При этом в его строении присутствует зрительный нерв, сетчатка и аналог хрусталика. Но нет радужки, век и двигательных мышц. Располагается он, как правило, под тонким слоем кожи и снаружи не виден. Этот орган необходим рептилиям для определения интенсивности света и контроля нахождения этих хладнокровных существ на Солнце. Интересно, что обычные глаза, снабженные двигательными мышцами, помогали темноспондилам проталкивать пищу в рот. У многих представителей этой группы земноводных в той или иной степени сохранялась боковая линия, особый орган, присущий рыбам. Большинство темноспондилов имели длинный и плоский череп. Грудной клетки у многих видов не было, а дышали они при помощи колебаний дна ротовой полости. Также у всех темноспондилов на передних лапах было по 4 пальца. Пермский период. В наступившем Пермском периоде на смену гигантским стрекозам и земноводным пришли новые формы жизни. Еще в Карбоне появились пеликозавры, но их расцвет пришелся на начало Пермского периода. Несмотря на внешнюю схожесть, они уже не были рептилиями. Пеликозавры относились к примитивным синапсидам. Хотя, конечно, они еще сохраняли множество черт, присущих пресмыкающимся, и основное их отличие заключалось в отсутствии чешуйчатого наружного покрова. Считается, что эти животные были прямыми предками млекопитающих. Именно у них впервые появилась дифференциация зубов, которая в дальнейшем так помогла потомкам пеликозавров в эволюционной гонке. На сегодняшний день известно около 50 родов пеликозавров. Они проживали практически по всему северному полушарию, хотя скелеты более поздних представителей группы находят в Южной Америке и Африке. Не все из них были большого размера, и, конечно, не все были плотоядными. Многие звероящеры были вегетарианцами или питались насекомыми. Среди пеликозавров, вероятно, суперхищником можно назвать диметродона. Люди, не сильно разбирающиеся в вопросе, часто относят это животное к динозаврам. Фигурку диметродона часто можно встретить в наборах игрушек, посвященных фауне мезозоя. Причина такой путаницы заключается в наличии у диметродона спинного паруса, похожего на гребни спинозавров или стегозавров. Но этот аксессуар имелся не у всех пеликозавров. Вероятно, он предназначался для терморегуляции. Диметродоны были одними из крупнейших животных своего времени. Они могли вырастать до 4 метров в длину и весить около 250 килограммов. Как и у всех пеликозавров, лапы диметродона располагались под туловищем, как у рептилий. Поэтому он, скорее всего, бегал не очень быстро. Хотя настоящих бегунов до начала эпохи динозавров на планете и не было. Охотились диметродоны, вероятно, из засады.
Исчезли они совсем незадолго до пермского вымирания. Но к тому времени на Земле правили уже более развитые хищники. Речь, конечно же, идет о горгонопсидах. Их конечности уже располагались почти под туловищем, а не по бокам, как у их предков, пеликозавров. Эти животные уже относились к теропсидам или звероящерам. Они были распространены на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды. Изучение окаменелых костей и отпечатков кожи этих животных говорит, что они были покрыты шерстью и с большой долей вероятности были теплокровными. Самым крупным хищником из всех горгонопсов была иностранцевия. Свое название она получила в честь российского геолога Александра Иностранцева. Но открыл этот вид горгонопсид в 1898 году палеонтолог Владимир Амалицкий. Это животное стало первым горгонопсом, обнаруженным на территории России. Описанный Амалицким скелет был обнаружен в Архангельской области, на берегу реки Северная Двина. Позже подобные находки были сделаны в Оренбургской области. Отличительной чертой иностранцевии были клыки длиной до 15 сантиметров. Точно такое же оружие через сотни миллионов лет будут успешно применять другие крупные хищники – саблезубые кошки. Тело иностранцевии, как и у большинства горгонопсид, было вытянутым и немного сжатым с боков. Также они обладали легким подвижным позвоночником и узким черепом. Этот череп мог иметь длину до 60 сантиметров. Сам же хищник вырастал до 3,5 метров в длину и мог весить до 300 килограммов. Появились эти монстры примерно 259, а вымерли 252 миллиона лет назад, на границе Пермского и Триасового периодов. Вполне возможно, что иностранцевии, как и большинство видов животных того времени, стали жертвами Великого Пермского вымирания, после которого уже началась эпоха динозавров, где гигантские ящеры активно заняли все освободившиеся экологические ниши. Триасовый период. В это время начался раскол суперконтинента Пангея. Тектонические плиты начали свое движение, чтобы через 250 миллионов лет занять то положение, которое мы наблюдаем на современных картах планеты. Наиболее крупные хищники Триасового периода проживали в морях и океанах. А вот выделить главного суперхищника суши достаточно сложно. Из-за разделения континентов в каждом регионе появились свои доминирующие виды. Но все они происходили от архозавров, группы диапсид, пережившей пермско-триасовое вымирание и давшей начало современным птицам и крокодилам, а также птерозаврам, нептичьим динозаврам и многим другим разновидностям наземных животных. Во многих регионах планеты практически на всем протяжении Триаса доминировали псевдозухи, они же ложные крокодилы. От настоящих крокодиломорфов они отличаются строением лодыжки и еще некоторыми менее значимыми признаками. Их конечности располагались вертикально под телом, а в целом это были такие же зубастые монстры длиной до 6 метров. Интересно, что псевдозухи были полностью сухопутными животными.
Они достаточно быстро перемещались по суше, но в пресных водоемах еще царствовали лабиринтодонты. Например, в Европе обитал 6-метровый темноспондил, названный мастодонзавром. Весить этот гигант мог до 2 тонн. Считается, что он был рыбоядным существом, но вряд ли такой крупный хищник потерпел бы рядом с собой конкурентов. А вот в Америке псевдозухи чувствовали себя более комфортно. Там конкуренция была значительно слабее. Суперхищником того региона можно назвать фасолозуха. Его окаменелые останки находят в позднетриасовых отложениях США и Аргентины. По некоторым оценкам, этот монстр мог вырастать до 10 метров в длину и весить около 3 тонн. Также в Северной Америке проживали такие архозавры, как десматозух и пастозух. Длина тела первого составляла до 6 метров, а второго — 4-5 метров. Только появившимся динозаврам было сложно противостоять таким серьезным соперникам. Но все-таки некоторым из них это удавалось. Одним из главных наземных хищников Южной Америки был примитивный теропод зупайзавр. Он вырастал до 4-6 метров в длину, бегал на 2 ногах и питался различными травоядными ящерами. Юрский период. На границе Триасового и Юрского периодов случилось очередное массовое вымирание. И многие виды крокодиломорфов его не пережили. С этого времени начался расцвет динозавров. И постепенно главными сухопутными хищниками стали гигантские тероподы. На каждом континенте были свои суперхищники. Они принадлежали к нескольким основным семействам. Это были цилурозавриды, аллозавриды и мегалозавриды. Даже в Антарктиде был свой крупный хищник из семейства дилофазаврид. Суперхищника с Южного полюса называли криолофазавр. По меркам тероподов он был не самым крупным. Но в своей экосистеме этот плотоядный динозавр не имел соперников. Возможно, просто пока их еще не открыли современные ученые. Но на данный момент этот теропод длиной 6-7 метров и весом почти полтонны считается высшим хищником региона. На остальных континентах борьба за верхние ступени пищевой пирамиды разворачивалась между аллозаврами и мегалозаврами. Аллозавры обитали в Северной Америке, на юге Европы и в Северной Африке. В среднем они вырастали до 8,5 метров в длину и 3,5 метров в высоту. Весили самые крупные особи не более 1,5 тонн. Мегалозавриды проживали на всех континентах, включая, возможно, Австралию. Динозавр, давший название семейству, проживал на нынешних Британских островах. Его длина достигала 9 метров, а рост — 3 метров. Весил такой гигант более 2 тонн. Меловой период. Именно в меловом периоде появилось большинство самых популярных динозавров, включая самого страшного наземного хищника в истории планеты – тираннозавра. Считается, что его длина составляла более 12 метров, а рост – 4 метров. При этом весить такой монстр мог до 9,5 тонн. Но Тирекс обитал только в Северной Америке. В других регионах планеты были свои суперхищники. В Азии это были тарбозавры,
По габаритам они не уступали тираннозавру, но весили примерно в 2 раза меньше. В Северной Африке проживали кархародонтозавры. По некоторым оценкам, эти ящеры даже немного превосходили Тирекса в размерах. Правда, их масса не превышала 8 тонн. Грозой южноамериканского континента были гигантозавры. По своим параметрам они были сопоставимы с кархародонтозаврами. Кайнозойская эра. После вымирания динозавров начался расцвет млекопитающих. Правда, сначала нишу главных хищников заняли птицы – фороракосы. Это были огромные нелетающие пернатые ростом до 3 метров и весом около 300 килограммов. Именно они сменили гигантских тероподов на вершине пищевой пирамиды. Затем на большинстве континентов наступила эра главенства млекопитающих. Саблезубые кошки, пещерные львы и гиены, гигантские медведи и ужасные волки долгое время правили Евразией, Африкой и Америкой. Им посвящены наши недавние выпуски. Поэтому желающие узнать подробности их эволюции, особенности поведения и размеры этих хищников могут обратиться к нашим предыдущим роликам. В австралийской фауне у млекопитающих не было никаких шансов стать главными хищниками континента. Здесь царствовали рептилии. И главным хищником региона долгое время оставался гигантский варан – мегалания. Эта ящерица, по разным оценкам, вырастала от 3,5 до 5,5 метров и могла весить от 120 до 500 килограммов. Все эти хищники правили планетой до того момента, как их вытеснил или просто уничтожил новый, невиданный раньше охотник – человек. Его оружием стали не когти и зубы, а разум и социальная организация. Поэтому, несмотря на наличие львов, тигров, белых медведей и других крупных животных, сейчас во всех регионах планеты правит единственный суперхищник. Причем наш вид опасен не только для других животных, но и для себя. Деятельность человечества может привести не просто к вымиранию отдельных форм жизни. В обозримом будущем мы сами можем столкнуться с нерешаемыми проблемами, грозящими исчезновением всего живого на Земле. Возможно, после этого снова развернется борьба за звание главного хищника планеты, а на смену человеку придет кто-то другой. Но люди могут об этом никогда не узнать. Создатели канала «Эпохи динозавров» выражают благодарность зрителям, которые досматривают все наши выпуски до самого конца. Если вы хотите ближе познакомиться с другими животными из разных периодов существования нашей планеты, предлагаем посмотреть наши предыдущие выпуски. Из них вы узнаете об истории их открытия и изучения, происхождения и особенностей жизни. Также мы расскажем вам об эволюции человека и современных экологических проблемах.